Привет, мои дорогие лэшмейкеры! Сегодня я хочу подробно вам рассказать о процедуре снятия наращенных ресниц. В этом видео вы узнаете о моем любимом способе удаления ресничек. Как легко, быстро и безопасно это сделать. Как мастеру сэкономить на материалах и какую цену поставить на данную процедуру. Внимательно посмотрите видео до конца, и это поможет убрать вам все страхи перед процессом удаления ресниц, если вы начинающий мастер. И еще вы узнаете, какие интересные и познавательные видео ждут вас от меня в следующих выпусках. Итак, сейчас есть несколько методов снятия наращенных ресничек профессиональным способом. Я вам хочу рассказать о моем самом любимом, самом простом и быстром. Это при помощи кремового ремувера. Я пробовала несколько у разных производителей и могу сказать, что все они хорошо справляются с заданием. Немного отличаются друг от друга текстурой, плотностью и запахом, но в целом результат одинаковый. Кремовый ремувер не растекается, а значит не попадает в глаза клиенту, не вызывает раздражения и неприятных ощущений. Кремовая текстура позволяет контролировать количество нанесенного материала на искусственные реснички, а значит, также вы контролируете и расход материала. Он не размазывается, поэтому у нас нет необходимости использовать дополнительные материалы в виде подложек и патчей. Мы можем смело совершать процедуру и без них. А приятный запах нравится как клиенту, так и вам. Он легко удаляется при помощи пинцета и ватной палочки. А теперь давайте посмотрим, как я это делаю. Для проведения процедуры нам понадобится любой кремовый ремувер, ватные палочки и микробраши, любой изогнутый пинцет, даже самый обыкновенный, купленный в любом магазине или на Алиэкспрессе. Также ватные диски и расчесочки для ресниц. Я наношу небольшое количество кремового ремувера чистым микробрашем на кончик пинцета. Этого количества должно, вот посмотрите внимательно, этого количества должно хватить для того, чтобы снять наращенные реснички с обоих глаз. Для чего я так делаю? Я использую ножку или кончик пинцета как подставку, то есть я снизу подкладываю под реснички кончик пинцета и беру небольшое количество кремового ремувера микробрашем и зажимаю, получается, между пинцетом и микробрашем реснички и прокручивающими движениями, втаптывающими наношу ремувер на ближнюю часть к веку ресниц. Делаю это очень аккуратно, медленно, таким образом, чтобы ремувер полностью со всех сторон был нанесен на искусственные реснички. И аккуратно прохожу по всей длине глаза. На оба глаза наношу. По инструкции в каждом ремувере вы можете прочитать, сколько времени нужно на то, чтобы ремувер растворил клей. Это время мы выжидаем. Как правило, это 5-7, максимум 10 минут. Если это качественное наращивание было, без больших комков клея. И после этого изогнутым пинцетом уже мы будем снимать. Если вы видите, что ремувер до конца не снялся, не пропитался, то есть времени не хватило, чтобы он растворил, мы немножко добавляем, самую малость, в эти места и продолжаем процедуру дальше. Также можно было бы использовать деревянный шпатель, но это дополнительные затраты на материалы,
И пинцет можно помыть, простерилизовать и использовать снова. Так я и делаю, и вам советую тоже. Затем, когда время вышло, мы начинаем снимать реснички. Аккуратненько зажимаем искусственные реснички пинцетом и тихонечко тянем их в сторону. Как видите, ничего сложного нет. Клей растворился, реснички легко отходят. И продолжаем также от начала глаза и кому как удобно, с какого края удобно, от внутреннего угла или с внешнего, мы снимаем реснички. Затем я аккуратно снимаю сам ремувер с родных ресниц. Как видите, нужно его удалить практически полностью с корней ресничек. Вы можете также помогать себе пальцем другой руки. Каким образом? Потихонечку, немножко натягиваете вверх кожу века, так, чтобы освободить пространство и лучше было видно вам, где располагается ремувер. Пинцет можно купить для снятия ресниц самый простой, обыкновенный, дешевый. Даже если он будет немного кривоват, не страшно, потому что этих его функций основных будет вполне достаточно для того, чтобы снимать ресницы. Здесь не нужно определенное смыкание, заточка и дожатие, как, например, при процедуре наращивания, когда мы уже берем реснички или формируем пучки. Так аккуратненько мы снимаем ремувер со всех ресничек на глазу. Видите, что ремувера почти уже не осталось. То есть, если осталось, там совсем чуть-чуть. Берем с вами сухую. Именно акцент я вам сделаю, чтобы вы запомнили, что это обязательно должна быть сухая ватная палочка. И аккуратными движениями счищаем остатки ремувера. Движениями от себя вдоль ресниц, как бы смахивая, стряхивая остатки ремувера. Опять же, помогайте себе пальчиком, чуть-чуть подтягивая кожу века наверх. И вы видите, что уже почти ничего не осталось. То есть мы уже почти все стерли. Далее я беру новую ватную палочку, смоченную уже в мицеллярной водичке, и протираю реснички уже дочисто. Видите, да, какие вот такие плавные движения именно в межресничной зоне. Проходимся тоже и все аккуратненько вычесываем и вытираем. Если необходимо, повторяем процедуру заново. Мы должны видеть идеальный результат. То есть перед новым наращиванием обязательно нужно вычистить все остатки, которые есть на кончиках или на корнях ресничек. А также протираем вокруг глаза кожу аккуратно, нежными движениями. И в финале процедуры мы берем расческу для ресниц или щеточку, как ее еще называют, и расчесываем освобожденные от наращенных ресничек родные реснички клиента. Приступаем также к следующему глазу. Почему я использую именно изогнутый пинцет в этой процедуре, острый, такой достаточно острый, с длинным кончиком. Вы видите, как он плавно заходит. Удобно можно будет сделать
снятия и захватить искусственные реснички. Этот пинцет называется Vetus. Покупала я его совсем недорого. В процедуре наращивания ресниц он мне не подошел и пригодился уже в процедуре снятия ресничек. В этом кусочке видео я вам сделала акцент, чтобы вы понимали, что удобство снятия для меня заключается в том, что рядом я кладу ватный диск и как бы вытираю кончик пинцета об этот ватный диск. Поэтому процедура проходит достаточно быстро. То есть я не использую при этом, я правша, я не использую, не держу в руке ватный диск или салфетку в левой руке, чтобы вытирать кончик пинцета. Как вы видите, нам в процедуре снятия совершенно не пригодился патч или не пригодилась подложка, потому что ремувер кремовый, он такой плотной текстуры, что не стекает, не размазывается и находится непосредственно на самих ресницах. И опять же вы видите, что нижнее веко никаким образом не испачкано в ремувере. Только верхние реснички были задействованы. Также продолжаем аккуратненько стряхивающими движениями сухой ватной палочкой снимаем остатки ремувера, протираем. Вся процедура практически занимает, даже если делать все очень медленно и аккуратно, 15, максимум 20 минут. Мицеллярную воду следует использовать не на масляной основе, так как мы снимаем ресницы и в дальнейшем будем проводить процедуру наращивания ресничек. Нам нужно максимально сделать ресницы чистыми. Естественно, после того, как мы сняли ресницы, мы еще помоем их специальной пенкой. Как подготавливать ресницы к наращиванию ресниц, я запишу вам отдельное видео, чтобы рассказать о всех тонкостях подготовки ресниц к наращиванию. Но сейчас мы говорим о том, как сделать ресницы чистыми после процедуры снятия. Потому что не каждый клиент приходит к нам на процедуру снятия ресниц с последующим наращиванием. Есть клиенты, и к вам будут приходить клиенты, которым нужно просто снять ресницы и уйти с чистыми глазками домой. Процедура эта совершенно безболезненная, совершенно комфортная. Никаких неприятных ощущений у клиента не должно быть. Конечно, бывают люди, у которых есть аллергия, и об этом нужно говорить до процедуры, заранее. Даже возможно выделить время на то, чтобы проверить препараты, которые вы используете, на проявление аллергии. Итак, мы подготовили реснички, расчесали, помыли, приклеили патч, и, как видите, процедура завершена. Я надеюсь, вы убедились, что с помощью кремового ремувера можно быстро и легко удалить наращенные реснички. У нас в России стоимость процедуры снятия примерно 15% от средней стоимости процедуры наращивания ресниц. В моем прайсе снятие ресниц бесплатно с последующим наращиванием, а если без него, то оплачивается.
Вы можете сделать так же, как я, или включить процедуру снятия ресниц отдельным пунктом в свой прайс. Конечно же, вы должны объяснять своим клиентам, что снятие ресниц самостоятельно дома небезопасно и занимает много времени. Ремувер растворяет клей и активизирует его пары. Тем самым можно обжечь слизистую глаза. Неосторожными движениями можно выдергивать свои родные здоровые реснички. И к тому же очень сложно самостоятельно удалить весь ремувер и клей полностью. Есть шанс, что останутся комочки ремувера, которые кристаллизуются и склеят между собой родные реснички. А если в процедуре использовать пинцет, то можно по неосторожности пораниться. На этом у меня все. В благодарность за полезность с вас лайк. Ждите в следующих видео, я расскажу вам о том, как сделать объемное наращивание, шикарные ресницы с эффектом Ким Кардашьян и еще много всего интересного в мире лэш-индустрии. До встречи, всем пока, спасибо за внимание.